Дождь заливал крыши домов и стеклянные витрины магазинов, формируя из капель сплошную, едва просматриваемую водяную стену. Только изредка лучам света удавалось пробиться сквозь дымные, как вата, облака и, отражаясь от асфальта, создавать особый, загадочный блеск. В дряной аллее сегодня было неспокойно. В темных переулках то и дело появлялись министерские крысы и пытались заработать себе на кусок хлеба, выискивая продавцов без лицензии, которые впаривали прохожим волшебникам просроченный товар или дешевый хлам задорого. Этот день в целом ничем не отличался от других, если бы не появление таинственной гости, которая своим присутствием разворушила повседневную рутину местных обитателей. Огонь вспыхнул яркими языками, как только зола опустилась на землю кирпичной кладки, и после фразы «косой переулок» переместила объект по месту назначения. Переступив через порог камина и скрыв свое лицо капюшоном, женский силуэт очень быстро, не обращая внимания на повседневную суматоху, двигался к месту назначения. Взгляды местных торговцев словно прилипали к спине ее мокрого от дождя плаща. Незнакомка была явно нечастым гостем в этом месте, так как она еще не успела тут примелькаться. Точно зная, куда направляется, она не собиралась терять ни минуты, отвлекаясь на городскую мишуру, поэтому раз за разом врезалась в местный зевак, попадающийся ей на пути. «Городской пророк! Городской пророк! Купите городской пророк!» Эта фраза изредка нарушала неразборчивый шум, заполненных торговцами и местными покупателями улиц. В очередной раз, пробираясь сквозь толпу людей, она случайным образом столкнулась с продавцом газет. Тот, в свою очередь, упал и выронил пару экземпляров на мокрую землю. Выхватив один экземпляр, она успела прочитать основные заголовки. «Дочь темного лорда. Правда или вымысел?» «Эй, за нее нужно заплатить!» Не ответив ни слова, она бросила лежавшему на земле бродяге газету и скрылась в тумане дождя. Магазины на дряной аллее в дождливый день раскрывали свои магические зонты перед входом. Они создавали водонепроницаемый купол, который защищал посетителей от дождя, не мешая при этом им проходить внутрь. Пройдя мимо одной из таких магазинов и свернув в соседний переулок, она увидела впереди себя черную, почти неприметную на фоне остальных дверь, с затемненными внутри стеклами. Справа от двери была сильно потертая и едва разборчивая вывеска «Магазин Борджен и Беркс». Ступив одной ногой на порог и толкнув дверь вперед, раздался пронзающий до мозга костей скрип, который на мгновение остановил разговор компании, которая ютилась в углу барной стойки. Внутри сразу у входа расположилась витрина, где можно было увидеть разнообразных волшебных животных, среди которых были редкие магические совы с яркими перьями, маленькие драконы, играющие среди камней и периодически полыхая огнем и отпугивая прохожих. Одна из полок была с банками, наполненными магической едой для различных видов магических зверей. Некоторые из них светились и издавали странные звуки. Много было полок с волшебными зельями и темными артефактами. Был и зал, который был предназначен для особых постоянных клиентов, где можно было достать да абсолютно все, но не для всех. Этими привлекало это место сюда темных волшебников и истинных коллекционеров древних реликвий, иногда дававшие за запретные редкие магические предметы целое состояние. Играла едва слышная музыка со старого пыльного проигрывателя, что создавало поистине мистическую атмосферу. Пройдя внутрь и осмотревшись, незнакомка сняла свой плащ и повесила его на крючок у входной двери, заняв свободное место в кругу посетителей магазина. «С чем пожаловали, госпожа Реддл? Ты прекрасно знаешь, что мне нужно, Альфред». «Конечно, но хотелось бы немного продлить ваше пребывание в нашем скромном месте». «Не трать мое время, тебе оно может дорого стоить. Отвечай, он исправен?» К сожалению, после битвы за Хогвартс министерство изрядно потрудилось, чтобы подобного рода инциденты больше не повторялись. Боюсь, что он уничтожен. Какие еще есть варианты? На этом моменте засохшая голова начала визжать, как резаная свинья, сигнализируя посетителей об опасности. «Хвост из министерства. Вам срочно нужно уходить. Если вас здесь увидят, вас могут запроторить в Азкабан». Дверь резко открылась, и в нее вошли два человека в строгих костюмах с серьезным видом. Они явно не ошиблись, заходя в этот магазин. Их действия были настолько резкими, что они чуть не оступились через кошку, проходившую у них под ногами. Та обратила их внимание, провизжав от боли, когда министерские каблуки прижали своим весом кончик ее хвоста к деревянному полу. Отпрыгнув в сторону и успев до закрытия двери проскользнуть на улицу, Ариана скрылась от возможной опасности. Авроры были одеты в строгие костюмы с темно-красными галстуками, поверх которых они надели черные плащи, прикрыв свою голову большими и старомодными шляпами, с бортов которых периодически стекали капли дождя. «Добро пожаловать, Кайл и Даниэль. Что вас привело в столь поздний час? Мы проверяем незарегистрированную магическую активность. Хотим выяснить, что или кто мог воспользоваться темной магией в дряной аллее. Боюсь вас разочаровать, Кайл, но мы тут только распиваем спиртные напитки и ведем бесполезные беседы.
Не понимаю, чем мы смогли удостоиться визита высших министерских чинов в нашу ничем не приметную конуру. Вместо этого могли бы подтирать сопли за своими детьми и радовать свою супругу недавно сорванными сорняками, пока можете. «Дай мне только один повод, и я упеку тебя в Азкабан», – произнес он, направив палочку Абрексу в шею. «Сделай же это, глупец!» Даниэль, оттягивая за руку Кайла. «Не стоит, ты от него ничего не добьешься, только сделаешь ему услугу». «Альфред, если вы заметите что-то необычное, срочно сообщите в министерство». «Непременно, мистер Кайл». И, окинув взглядом всю компанию, сидящую у барной стойки, они ушли, хлопнув дверью.